Всем привет! Сегодня вам покажу полную разборку ножа Victorinox 91 мм и покажу и расскажу, как разобрать так, чтобы потом можно было его обратно собрать на заклепки. Итак, что нам потребуется? Отверточка тоненькая, заломанная она у меня, правда, слегка, это не мешает. Первым делом вынимаем зубочистку, пинцет. И отверстие, в котором стоит пинцет, заводим туда отвертку. Очень легко, не насилуя, потихонечку есть. Произошло отщелкивание на первой заклепке. Потом ставим отверточку поперек и ведем не спеша до следующей заклепки. Отщелкнулась на второй. Придерживая пальцами, чтобы она назад не села, заводим за заклепку, аккуратно поддеваем, и как видим, она уже легко снимается пальцами. Минус такой съемки плашек в том, что после 2-3 раз, как вы их снимете, они уже держаться не будут. То есть здесь снимается фасочка, вот видно волоски вот эти пластиковые. И потом она уже плохо цепляется за вот эту вот фасочку на заклепке. С другой стороны так же само. Аккуратно заводим. Можно поддевать вверх, и она также само отщелкивается. Ну вот и все. Есть еще один способ, не такой варварский. Хотел вам показать, но уже не стал. Расскажу вам в двух словах. Когда у вас плашка одета, берем строительный фен. У кого нет строительного фена, можно взять фен у жены, у дочери, у мамы, у бабушки. Думаю, бытовой есть у всех. Ложим нож, накрываем плашку тряпкой типа микрофибры, либо хбшка. Если хбшка тонкая, слажем в 2-3 слоя. И прогреваем саму плашку. Прогреваем до тех пор, пока рукой не будет горячо браться до тряпочки. После этого проделаем те же самые действия. Снимаем тряпку, берем осторожно в руки и отверткой поддеваем. Пластик размягчается, снимать его намного легче. И так же само одеваем. Прогреваем плашку, ставим на место. Многие, конечно, после нескольких таких действий, снятия, одетия, приклеивают их. Вы понимаете, если вы их приклеили, обратного пути уже нету. Вряд ли вам получится снять плашку, не повредив ее. Итак, плашки в сторону. Что делаем дальше? Дальше будет полная разборка. Как разобрать так, чтобы не повредить вот эти вот бобышки, боночки, не знаю, как их правильно назвать. Чтобы после всего этого можно было поставить новую заклепку и заклепать на место. Нужен керн. Можно автоматически, можно обычный, любой. И все заклепки нужно постараться накернить по центру. Здесь, видите, немного съехало. Ничего страшного. Ничего страшного для меня, потому что эти ножи идут под стяжки. Есть здесь по центру. Третья заклепочка. Тоже слегка съехала. Четвертую придется спиливать. Спилить можно на гриндере, можно напильником,
В общем, кому как удобно. Кернем с одной стороны. И рассверливаем тоже. Сейчас я переставлю камеру, покажу, как рассверливаю. Итак, переставил камеру. Четвертую заклепочку слегка сточил на гриндере и тоже накернил. Поехали рассверливать. Смотрим, что получается. То есть еще не снимается, надо досверливать. Так, бабушечка остается целой невредимой, ее можно использовать повторно. Ну и заклепочка вылетела в Т-паз уже. Сама заклепка. Сверлим дальше. Ну вот, что мы имеем в итоге. Полуразобранный нож, заклепки уже сами повылетали. Некоторые инструменты повыпадали тоже сами. Что дальше? Дальше просто снимаем лайнера. Не спеша, аккуратно. Если не снимаются, аккуратно выбиваем.
Здесь осталась небольшая фасочка, сейчас на гриндере сниму, и он, в принципе, разберется. Бобышечки целы, невредимы. Можно использовать повторно. Вторые снимаются очень легко. Продавливанием просто в обратную сторону. Опять же, если не снимаются, ставим на отверстие и выбиваем. За последнее время собралось вот такое количество бобышек и заклепок. Если кому-то надо, кому-то интересно, пишите. Могу отправить для экспериментов. Также есть латунная проволока 2,5, которая соответствует диаметру этих заклепок. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.